Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 29 мая, и сегодня у нас, друзья, светлый день. Обязательно напишите эти слова на бумаге для того, чтобы исполнилось ваше самое заветное желание. Почему сегодня такой вот день, который поможет вам исполнить ваше желание, что обязательно нужно сделать на протяжении всего дня? Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Заходите на наш канал, у нас каждый день выходит очень много полезной, важной и нужной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Итак, друзья, 29 мая, особенный день, он наполнен светлой энергетикой и благоприятными возможностями. Это день, когда вы можете обратиться к высшим силам с просьбой о помощи в осуществлении самого заветного желания. И этот день Вселенная, она чутко прислушивается к нашим мыслям, к нашим просьбам, поэтому важно правильно направить свои стремления и желания для того, чтобы это действительно осуществилось. Поэтому обязательно подумайте сегодня о том сокровенном желании, которое для вас действительно будет принципиально важно и нужно. Далее, друзья, мы поговорим о том, как правильно использовать этот день и что нужно обязательно написать на бумаге. Далее давайте посмотрим, что же нас сегодня сами ожидает по лунному календарю 29 мая. Итак, друзья, у нас с вами продолжается убывающая луна в знаке зодиака Водолей, 21 лунные сутки. И это время, когда энергия Луны постепенно уменьшается, и, соответственно, это отражается на нашей активности и на нашем внутреннем состоянии. Убывающая Луна в знаке зодиака Водолей способствует анализу и переосмыслению текущих событий, отношений и проектов. Это отличное время для того, чтобы освободиться от всего, что больше не приносит вам пользы или радости. Водолей, он способствует нестандартному подходу, поэтому решения могут быть и неожиданными, но, что немаловажно, и достаточно эффективными. Также сегодня возможно ощущение легкости и освобождения. Однако могут сегодня и возникать внезапные всплески эмоций, которые будут связаны с прошлым. Стоит избегать и излишней импульсивности, и старайтесь сегодня стремиться к балансу. Водолей подчеркивает важность дружеских и коллективных связей. Это хорошее время для общения в кругу единомышленников, обсуждения новых идей и планов на будущее. Однако будьте осторожны с резкими высказываниями и критикой, чтобы избежать ненужных конфликтов. Сегодняшний день благоприятен для завершения проектов и устранения любых препятствий. Водолеи будут способствовать внедрению инноваций и нестандартных решений. Также это время для работы над долгосрочными планами и стратегиями, особенно если они связаны с какими-то новыми технологиями или социальными изменениями. Убывающая Луна в знаке зодиака Водолей советует уделить внимание нервной системе и кровообращению. Поэтому полезны практики, которые будут способствовать релаксации и снятию стресса, такие как медитация, йога или легкая физическая активность. Также постарайтесь сегодня пересмотреть свой рацион и исключить тяжелую пищу. Кроме того, сегодня у нас с вами 21 лунный день, который несет в себе энергию активности, движения и действия. Это время, когда стоит проявить решительность и настойчивость в достижении своих целей. На что еще стоит обратить внимание, это то, что сегодняшний день некоторым людям принесет ощущение освобождения и открытия и появления новых возможностей. Это время, когда старые проблемы могут решиться самым неожиданным образом, а новые идеи и планы начнут воплощаться в жизнь. Поэтому сегодня очень важно оставаться открытыми к переменам и использовать возможности, которые будут предоставлены убывающей Луной в знаке зодиака Водолей и энергией 21-го лунного дня. Постарайтесь использовать этот день для того, чтобы закончить начатые проекты и избавиться от всего, что мешает вашему развитию. Водолеи приносят вдохновение и новые идеи. Здесь очень важно, чтобы вы не боялись экспериментировать и внедрять инновации.
Энергия этого дня может спровоцировать и поспешные решения. Действуйте обдуманно и ни в коем случае не поддавайтесь сегодня эмоциям. Уделите внимание и нервной системе, а также избегайте стрессов. Практика релаксации помогут вам сохранить баланс. Также сегодня и возможные опасности. Дело в том, что энергия 21-го лунного дня может подталкивать к переоценке своих сил. Поэтому, пожалуйста, будьте сегодня реалистами и оценивайте свои возможности трезво. Сегодня знак зодиака Водолей может принести резкость в общении, поэтому старайтесь избегать конфликтов и дипломатично решать возникающие вопросы. Кроме того, высокая активность этого дня может привести к усталости. Не забывайте про отдых и заботу о своем здоровье. Что же лунного календаря здоровья, то обращаем ваше внимание, что сегодня, именно в этот день, убывающая луна будет способствовать процессам очищения. Рекомендуем пить больше воды, употреблять легкую пищу, богатую витаминами и минералами, и избегать тяжелой и жирной еды. Детокс-программы, диеты с помощью соков, разгрузочные дни будут особенно эффективны именно сегодня. Также сегодня важно уделить внимание укреплению и иммунной системы. Включите в свой рацион продукты, которые будут богаты витамином С, такие как цитрусовые, киви и брокколи. Не забывайте сегодня про физическую активность, которая будет способствовать улучшению кровообращения и укреплению вашего организма. Водолей, как вы знаете, это знак воздуха, который управляет кровообращением, нервной системой и голенями. Поэтому влияние Водолея на здоровье включает в себя сегодня следующие аспекты. Водолей стимулирует умственную активность и может усиливать нервное напряжение. Важно найти баланс между умственной деятельностью и отдыхом. Полезными будут медитации, дыхательные практики и йога, которые помогут успокоить ум и снять стресс. Также обратите сегодня внимание на состояние сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется избегать переутомления и стрессов, которые могут негативно сказываться на кровообращении. Полезны легкие будут и физические упражнения, такие как прогулки на свежем воздухе, плавание или велосипедные прогулки. Кроме того, Водолей управляет голенями и лодыжками, поэтому в этот период эти части тела могут сегодня быть уязвимыми. Старайтесь избегать излишней нагрузки на ноги, носите удобную обувь и делайте обязательно упражнения для укрепления мышц ног. Также обращаем ваше внимание, что этот день – это день активности и движения, поэтому этот день символизирует силу, энергию и стремление к новым достижениям. С точки зрения здоровья, 21-е лунные сутки могут принести как положительные, так и отрицательные эффекты. Этот день подходит для активного образа жизни и физических упражнений. Спорт, прогулки сегодня, танцы – все это будет способствовать обязательно укреплению вашего здоровья и поднятию вашего настроения. Но существуют и риски перенапряжения и травм из-за чрезмерной активности. Важно сегодня соблюдать осторожность и не переоценивать свои силы. Помните о необходимости разогрева перед тренировкой и растяжки после нее. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно соблюдать баланс активности и старайтесь сочетать физическую активность с отдыхом. Не забывайте про разминки, чтобы избежать травм. Также сегодня уделите внимание заботе о своих ножках. Носите удобную обувь, избегайте излишней нагрузки на голени и лодыжки. Как вариант, делайте упражнения для укрепления мышц ног и массируйте стопы для улучшения вашего кровообращения. Что же касательно лунного календаря денег, обращаем на ваше особое внимание, что сегодня это идеальный день для завершения старых проектов, закрытия долгов и урегулирования финансовых обязательств. Постарайтесь выплатить задолженности и закрыть незаконченные финансовые дела. Кроме того, период убывающей Луны подходит для анализа своих финансовых стратегий и планирования будущих инвестиций. Проведите аудит своих расходов и доходов. Определите как вариант слабые места и наметьте пути их устранения. Кроме того, убывающая Луна не лучший период для начала крупных финансовых проектов и инвестиций.
Лучше сосредоточиться на текущих делах и не рисковать большими суммами. Кроме того, Водолей – это знак зодиака, который связан с инновациями, оригинальностью и коллективными усилиями. Поэтому влияние Водолея на финансовые дела включает в себя следующие аспекты. Водолей поощряет внедрение новых технологий и инновационных подходов в бизнесе и в финансах. Это хорошее время для изучения новых финансовых инструментов, технологий, криптовалют и других современных решений. Кроме того, Водолей акцентирует внимание на работе в команде и в коллективных проектах. Обсуждайте финансовые вопросы с коллегами и партнерами, делитесь идеями и, конечно же, ищите совместные пути решения проблем. Влияние Водолея может привнести нестандартные решения финансовых вопросов. Будьте открыты для новых идей и подходов, даже если они кажутся вам необычными. Сегодня ваша задача их слышать и слушать. Ни в коем случае не принимайте никаких активных действий. Дело в том, что сегодня к вам идет очень важная и ценная информация, которую вам просто нужно принять к сведению. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня существует риск переоценки своих возможностей и чрезмерного риска. Поэтому будьте осторожны с импульсивными решениями и не рискуйте большими суммами денег. Кроме того, девочки и мальчики, сегодняшний день все-таки, если вы сегодня хотите вложить деньги в какие-то проекты, не спешите, не подписывайте сегодня никакие документы, они вам ни к чему. Далее давайте посмотрим, что же нам говорят карты Таро на этот день, 29 мая. Друзья, выпала карта Таро «Сила», и эта карта символизирует внутреннюю силу, храбрость, терпение, сострадание. Она напоминает нам о том, что истинная сила заключается не в физической мощи, а в умении контролировать свои эмоции и проявлять доброту даже в самых сложных ситуациях. Поэтому сегодня карта силы говорит нам о том, что любые трудности могут быть преодолены только с помощью упорства и внутренней силы. Поэтому важно сохранять спокойствие и уверенность в своих действиях, даже если ситуация вам кажется сложной или нестабильной. Также карта «Сила» указывает и на лидерские качества и способность вдохновлять других своим примером. Если вы занимаете руководящую позицию или стремитесь к ней, проявите свою силу через поддержку и мотивацию коллег. Что же касательно карты силы на влияние на здоровье, то она подчеркивает важность эмоционального благополучия. Работа над управлением стрессом и развитием позитивного мышления будет особенно полезна. Также карта советует проявлять сегодня умеренность и заботу о своем теле. Физические упражнения, правильное питание и достаточный отдых помогут вам поддерживать здоровье на высоком уровне. Теперь давайте поговорим о советах от Архангела Михаила на 29 мая. Дело в том, что сегодня день, когда многие из нас могут чувствовать необходимость в защите, в поддержке и в руководстве. Энергия этого дня будет благоприятствовать духовному росту, внутреннему укреплению и обретению уверенности. Архангел Михаил, как могущественный защитник, может направить нас на путь, который приведет к личному и к духовному благополучию. Архангел Михаил напоминает о важности защиты как физической, так и эмоциональной. Поэтому сегодня очень важно уметь устанавливать границы в отношениях, в работе, в личной жизни. Уделите внимание своим потребностям и не позволяйте другим нарушать ваши границы. Кроме того, представляйте, как вокруг вас сегодня образуется защитный светлый щит, который отражает любую негативную энергию и защищает вас от внешних воздействий. Также постарайтесь сегодня уделить время для отдыха и для восстановления. Это поможет вам сохранять силу и уверенность. Кроме того, Архангел Михаил напоминает о важности веры в себя и своей силы. Иногда вам нужно просто поверить, что все происходящее имеет смысл и ведет вас только к лучшему. Вера в высшие силы и собственные возможности поможет вам справляться с трудностями и преодолевать любые препятствия.
Также проявляйте сегодня мужество и действуйте решительно. Не бойтесь делать шаги вперед, даже если вам кажется, что вы ничего не знаете или у вас что-то не получается. Помните о том, что многие вещи зависят в первую очередь именно от вас. Теперь давайте вернемся к нашей практике, которую мы рекомендуем вам сегодня ее провести. Для начала, перед проведением самой практики, во-первых, вы ее можете провести и на работе, и дома, то есть в том месте, вы даже можете в парке это сделать, если у вас хорошее настроение, если вы чувствуете вдохновение и знаете, находитесь вот в божественном потоке. Что мы делаем? Очень важно, что в этот момент, когда вы будете заняты написанием своего самого сокровенного желания, чтобы вам никто не мешал. Итак, берем листок бумаги, берем ручку синюю или черную, и далее очень важно, чтобы вы сформировали свое желание. И здесь очень важно, чтобы вы не использовали слово «не». Например, «я не хочу быть бедным». Неправильно, напишите «я желаю иметь достаток», например, и финансовую стабильность. Напишите свое желание медленно и осознанно, вкладывая в каждое слово свою энергию и веру. Вы можете начать с фразы, например, «я прошу Вселенную», а затем описать ваше желание. После того, как вы написали, напишите, прочитайте написанное несколько раз, представляя, как ваше желание уже исполнилось. Почувствуйте радость и удовлетворение от того, что уже вы достигли желаемого. Далее сложите листик с написанным желанием пополам и положите его в то место, где он не потеряется и не будет поврежден. Вы можете, например, хранить вот такую записочку под подушкой или, например, в своем дневнике. Очень важно время от времени читать и анализировать и визуализировать. Поэтому обязательно сегодня в этот день проведите эту практику, и вы увидите, как ваша жизнь может кардинально действительно измениться. Друзья, вот такой вот важной ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Желаем вам сегодня прекрасного, чудесного дня. У нас с вами последние дни мая 2024 года. Мы вам желаем достатка, благополучия, будьте здоровы, берегите себя. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.